Всем привет, с вами Миша и Ксюша. Так. Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Но для начала необходимо подготовить поверхность. Подготовить поверхность. Что это такое? Что это такое? Я думаю, на этом пора заканчивать, поэтому... Так, я кошак. Ой. Такое нельзя говорить, Миша. Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня. В этом видео будет венецианская штукатурка в темно-синих тонах по интересной технике нанесения. Но для начала необходимо хорошо подготовить поверхность. То есть поверхность должна быть ровная и покрашенная водоэмульсионной краской. Но так как мы окрашиваем поверхность, скорее всего, валиком, от него остаются небольшие дефекты, то есть шероховатость. И эту шагрень необходимо сошлифовать. То есть я буду использовать наждачную бумагу Мирка 240. И рукой проверяете. Нет выступающих участков, переходите на следующий. После того, как прошлифовали всю поверхность, ее необходимо обеспылить при помощи мокрой тряпки. Далее приступаем к нанесению венецианской штукатурки. Какого производителя использовать, решать вам. Какой вам нравится, какой у вас продается, используйте тот. Для такой техники нанесения, как я вам покажу, подходит любая акриловая венецианская штукатурка. У меня отколеровано 5 нужных оттенков, 2 светлых, белый, лиловый, 2 синих и черный. Сам недомес лучше делать в небольшой миске. Для этих целей подойдет вот такая пластиковая. Набираю небольшое количество материала в саму миску. Также синий. Пока можно не все цвета использовать. И лиловый. Делаю дополнительной палочкой недомес. Далее приступаем к нанесению этого недомеса. Для торцевания необходима губка, то есть это либо морская губка, маленькая, большая, также подойдет целлюлозная губка, но от нее рисунок получится немножко другой. Я буду использовать вот такую морскую губку. Ее необходимо хорошо отжать, но чтобы она не была слишком мокрая, а просто влажная. И этой губкой начинаю с самой миски забирать материал, потом отторцовывать на поверхность. Делаю это вот так. Торцую небольшую площадь. Можно делать в разных местах, чтобы рисунок получался более разнообразный. Так, и берем шпатель. Приглаживаем аккуратненько в одну сторону, как бы снимая, убираем излишки. Далее в другую сторону убрали излишки. И так двигаемся по всему нанесенному участку. Постепенно. Убрали излишки. То, что у нас получилось убрать, можно добавить обратно в недомес. То есть туда же губки можно на саму губку слегка намазать, чтобы в дальнейшем еще такой дополнительный оттенок переходный добавлялся. И продолжаю дальше наторцовывать. Вот где-то получились небольшие проплешины, то есть я туда же еще раз торцую и уже от него отхожу в другие стороны. Наслаивать можно рисунок. Если он у вас не получается сразу, то можно, к примеру, еще добавить послойно. И так вот слоями улучшать и улучшать рисунок. То есть добиваться того, чтобы он вам нравился. Чтобы получался красивый, интересный смаз. В процессе нанесения, когда делаете недомесы, они всегда получаются немножко разные по оттенку. Поэтому, когда состыковываете свежий слой нанесения с уже подсохшим, делайте как можно более неровный край.
Если же все-таки получается у вас такой квадратный, либо хотите сделать более сглаженный переход, то можно всегда свежий нитомес нанести слегка на уже подсохшие места. Замешиваю еще один цвет, то есть также использую черный. Центральная часть рисунка будет более светлая, вы также можете размещать на стене, поэтому используйте наиболее светлые тона в центральной части и не используйте большое количество ярких и светлых оттенков по краям. Чуть больше светлого. Далее перемешиваю таким образом хорошенько в разные стороны, чтобы получалось вот так. Также неплохо будет, если вы где-то добавите светленького вот здесь вот с краешку. И в процессе нанесения на губку можно всегда его чуть-чуть добавить краешком, чтобы осветлить некоторые места. Торцую прям вот так вот густо-густо. Плюс наслаивать можно на то, что вы уже нанесли. И приглаживаю. Старайтесь не делать слишком большой участок, иначе вы не успеете его пригладить. Также в разные стороны. Сначала в одну, потом в другую. Главное именно направление, чтобы было в разные стороны, и не получался слишком такой некрасивый смаз. При такой технике нанесения можно никуда не торопиться, времени вполне достаточно. После того, как заполнили всю поверхность, оставляем венецианскую штукатурку сохнуть в течение 2 часов. Первый слой хорошо высох. Далее приступаем к нанесению второго финишного слоя. Делать я это буду одним цветом. Для этого я выбрала самый темный синий оттенок из тех, который у нас уже был. Вы можете выбрать либо более светлый, либо наоборот, к примеру, самый темный, почти черный. Также можно какой-то сделать поярче. То есть, в принципе, все зависит от того, что вы хотите финишно. Затемнить поверхность, либо сделать более светлой. Для начала необходимо для верхнего слоя венецианскую штукатурку слегка подразбавить водой, где-то процентов на 10. Количество воды зависит от того, насколько густая ваша венецианская штукатурка. У меня она не сильно густая, поэтому я ее разбавляю процентов на 10. Вы можете чуть побольше, процентов 15-20 разбавить ее водой. Главное ее хорошенько перемешать, чтобы она была достаточно жидкая. То есть примерно по консистенции, как густая краска. Наносить я ее буду с широким шпателем такого плана. Можно это делать венецианской кельмой, можно обычным простым шпателем. Главное, чтобы были срезаны края у него. И наношу наздир, то есть максимально заполняю наздир поверхности. Хорошо именно ее выдавливаю в глубину, во все эти неровности, которые остались после первого слоя. И начинает постепенно уже прорисовываться такая глубина внутри. То есть рисунок на рисунок накладывается, и верхний слой проявляет как раз всю эту красоту. Таким образом, я заполнила небольшой участок образца. Далее приступаю к полировке. Для этого необходимо смочить поверхность. Беру распылитель. У меня вот такой вот маленький, распыляет он очень мелко воду. Подмачиваю небольшой участок и начинаю его подполировывать болгаркой. На болгарке у меня будет насадка Мирка Бралон 4000, поэтому сразу ее включаю и полирую, пока мокрая венецианка. Достаточно хорошо уже проглядывается глянец, плюс сам по себе темный цвет хорошо передает его. Поэтому темную венецианку гораздо проще сделать очень глянцевой.
Продолжаем дальше нанесение, заполняем оставшийся участок. Также на сдир пару слоев. Делаю в одну сторону, потом растягиваю рядышком. Я специально на предыдущем слое вот здесь вот сделала такое место, то есть оно идет по краю стыка, где меньше всего венецианской штукатурки, и эти места я не полировала. То есть где-то сантиметров 15-20 я могу смело наносить внахлёст. Нанесли оставшуюся площадь. Дальше подмачиваем опять поверхность и полируем. То есть при помощи болгарки с регулировкой оборотов скоростей, либо можно вручную. Сейчас покажу, как это делается вручную. Принцип тот же самый. Распрыскиваете и подполировываете. Желательно взять шпатель чуть меньше. Им будет удобнее работать. Смачиваю поверхность. И жду, когда она чуть-чуть подсохнет. После этого начинаю подглаживать шпательком в разные стороны, в одну и в другую сторону. Можно такими движениями полировать, можно также использовать такими. Таким образом подполировали всю поверхность. Теперь дадим венецианской штукатурке высохнуть не менее 6 часов. После этого покроем защитным слоем воска. Венецианочка хорошо у нас высохла. Далее будем наносить на нее воск. Воск я буду использовать торговой марки Bollers, называется маска Wax. Это, кстати говоря, тот воск, который я использовала для балкона. Те, кто не смотрели этот ролик про балкон, можете посмотреть. Там очень интересный вариант венецианской штукатурки под мрамор. Кстати говоря, вот это то, что осталось от балкона. То есть расход у такого воска достаточно небольшой. Набираю я небольшое количество на шпатель и начинаю наносить на поверхность очень тонким слоем. Если будете наносить слишком много воска на поверхность, он просто в этих местах не впитается и в дальнейшем будет только становиться более матовым. Да, у меня достаточно эластичный шпатель, поэтому им легко работать. То есть я чуть-чуть делаю побольше, погуще наношу, а потом хорошенько на сдир убираю. Кстати, таким образом, когда наносите воск, он дает сразу хороший блеск. Поэтому даже в дальнейшем можно его не полировать болгаркой. Он высохнет и останется глянцевым. Вот эта половина уже нанесенный воск, здесь еще воска нету. Но видно, что есть разница. Там, где воск нанесен, поверхность более имеет глубокий цвет, более темная и лучше прорисованы углубления. Правильно нанесенный воск, то есть именно тонко нанесенный воск, не оставляет после себя матовых участков. Соответственно, при полировке не возникает эффекта голограммы. Иногда такое происходит, когда вы начинаете полировать, к примеру, насадкой, овчиной, например, или любой другой меховой насадкой, то получается такой эффект, как будто у вас масло по стене размазано. То есть вот в таком случае именно из-за того, что вы нанесли слишком много воска на поверхность. И воск просто ему некуда впитываться, и он остается весь на насадке. И, соответственно, начинает уже рисовать там свои круги. Я нанесла вроде тонкий слой, но все равно его еще дополнительно подснимаю. То есть достаточно жестко снимаю со всех, с углублений, с верхушек. То есть чтобы его было как можно меньше.
После железнения воск достаточно хорошо блестит. То есть мы его и дополнительно втерли в поверхность. По этой причине я не вижу смысла в дальнейшем его еще полировать какими-либо меховыми насадками. Как мне кажется, какой-то прям вот зеркальный глянец, он не совсем подходит для венецианской штукатурки. Все-таки задача и красота ее в другом. В наслоении, в том, что есть перепады темных, светлых тонов, есть какие-то полутона, плюс углубления, как в камне. Рисунок от первого слоя, он виден, он полностью не закрылся, он там, где нужен. То есть где-то вот мелкие какие-то белые пятнышки, есть где-то мелкие черные пятнышки, они видны. Воск не сотворит чудеса, поэтому нужно под него подготовить максимально поверхность, сделать максимально глянцевой. Тогда и воск хорошо ляжет и углубит этот глянец. Все-таки воск, он больше влияет на сам цвет, на насыщенность его, на как раз-таки вот прорисовку слоев, которые были в венецианской штукатурке. То есть он как бы проявляет их. Да, воск для этого, а не для того, чтобы глянец на матовой поверхности создать. На этом, я думаю, пора нам заканчивать, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. А также не забывайте подписываться на мою страничку в Instagram, ссылка на которую находится в описании под этим видео. Всем удачи, здоровья, пока! До новых встреч. Что мы еще не сказали? Ну ты сколько весишь? Я поправился. Сидишь, он тебя, подписчики кормят тебя, Не кормят. рекламу смотрят твою, ты все ради рекламы снимаешь. Конечно. Это ж все знают, это все пишут в комментариях. Ксюша, все ради рекламы. Ради рекламы. Для рекламы, да, чтобы кушать больше. Конечно. Сладенькое любит Скорее Ксюша. на 1000 больше. Кушаю сладенького. Ну, ты молодец. Хрень, да? Это нормально.